Друзья, всем привет! Ассаламу алейкум, хурметті дейс. Вы не поверите, но, возможно, на днях Димаш Кудайберген прилетал в гостеприимную Москву для записи новой песни на испанском языке. Об этом можно судить по короткому видео от артиста. Вот что он сообщил на английском языке со своей страницы в соцсети. «Я прилетел на запись оркестра для своих новых произведений. Написал музыку на испанском по просьбе моих латиноамериканских диас. Подготовка к концерту идет по плану». О том, что Димаш находится в Москве, становится понятно с первых кадров. Знатоки творчества артиста сразу узнали студию звукозаписи на Мосфильме. Одной из первых на это обратила внимание зрительница нашего канала. Она разместила видео на странице фан-группы певца. В архивном ролике рассказывается о работе Игоря Крутого над песней для Димаша. И вот тут заметьте, что обстановка, аппаратура та же самая, что и на свежем видео от певца. Получается, Димаш так инкогнито прилетел в Москву, что диас не успели торжественно встретить его с цветами, как это было ранее. Сразу напрашивается вопрос, а почему Димаш улетел для работы в Москву, даже с риском для здоровья от новой волны ковида? Певец на видео находился в медицинской маске, когда ехал в автомобиле аэропорта Казахстана. Почему Димаш не стал записывать музыку с оркестром из Казахстана? Вот на этот вопрос может ответить только Димаш. Это его выбор как композитора. Мы лишь можем догадываться. Да, примерно точно так же, но только больше пропеть. Да. И потом лучше сразу в долю вступать. Скорее всего, дело в мощности студии, профессиональных навыках команды, музыкантов и звукорежиссеров. К тому же артист уже работал со специалистами студии звукозаписи на Мосфильме, о чем он сам не раз рассказывал на своих страницах в соцсетях. Да, и в конце тоже опять жирный вибрато. Прям. Да. Из короткого видео от артиста можно сделать очень много приятных выводов. Первый. Если Димаш снова в Москве, то можно надеяться на проведение следующих концертов артиста в России после сольного шоу в Алма-Аты. Второй. Димаш написал новую песню к концерту, да еще и по просьбе латиноамериканских диас. Значит, можно надеяться на то, что музыкант уже планирует шоу в странах Южной и Северной Америки, где его давно любят и ждут, так что зрители летят на концерты даже через океан. Hola Dimash, somos Dears Costa Rica. Te esperamos. Третий вывод. Музыкальный фрагмент дает понять, что певец продолжит работать в стиле кроссовер. В мелодии явно угадывается классическое звучание. Вы не заметили, что певец в последних сообщениях разговаривает со своими подписчиками исключительно на международном английском языке? А значит, он обращается к мировому сообществу дорогих, и песни концерта будут ориентированы на зарубежного зрителя. И пятый, самый успокаивающий вывод. Димаш, конечно же, не будет использовать авиацию для шоу на концерте в Алма-Аты. Вы помните, что артист с юмором сообщил волнующую информацию о том, что он находится в небе 7/24. Из-за этого многие сделали вывод о связи авиации и шоу. Чуть ли не с парашютом будет прыгать на стадион. Но, как оказалось, Димаш просто очень много летал по делам. Например, в Москву
и обратно, и не более, так что не волнуйтесь. Скорее всего, артист уже давно дома, и застать его в Москве для вручения цветов и подарков поклонницам уже не удастся. А жаль. Радует, однако, что Димаш по-прежнему бодр, весь в творческом поиске. Итак, друзья, до встречи на концерте.